Kititivo! Hey, Kititivo! Mr. Kititivo, I'm here! Karibu sana, nakupenda. Habari gani? Nzuri sana. One team, one dream. Thank you for eating. Джамбо-джамбо, друзья! На связи Вайм Дома. И если честно, я и подумать не мог, что новый сезон проекта возьмет свое начало в Африке. А сегодня утром проснулся под незнакомое мне пение птиц и поймал себя на мысли. А где еще? Разве не здесь зародилось человечество? Разве не здесь сосредоточены самые контрастные природные зоны? От пустыни Сахары до тропических лесов Конго, от саван Серенгети до ледников Килиманджаро. Поэтому все очень даже логично. Итак, фигура первая. Танзания. Our country, Tanzania, is very, very beautiful, and also it's very peaceful. Actually, we are more than 120 tribes in our country, but every tribe has his own language. We can't communicate with all, but we have one language which we are communicating with all, Swahili. The flag has a black color. It's our shape, our color of our people. Blue color is water, yellow is the minerals, green is the bush, the grass, I mean. Танзания. Африканское государство, расположенное на восточном побережье континента. Оно граничит аж с 8 странами, включая Кению, Конго, Замбию и Мозамбик. И омывается Танзания Индийским океаном на востоке. Главным архипелагом страны является знаменитый Занзибар, получивший свое название от арабского выражения и означает «страна черного человека». Как и многие, если не все африканские страны, Танзания имеет непростую историю. До 1964 года страна именовалась Танганьика и сначала была колонией Германии, затем колонией Великобритании. А Занзибар, где процветала оманская работорговля, сначала входил в состав колониальных владений Португалии, а затем также Великобритании. И да, 26 апреля 1964 года Танганьика и Занзибар образовали независимую республику Танзания. Ukatoboa! Mambo ni moto, bam bam! Kititivo! Hey, Kititivo! Mr. Kititivo, I'm here! Людей очень много. 1000 человек в день проходят по этой тропе. И знаете, еще ни разу я здесь не увидел никакого мусора. Ни бутылок, ни окурок, ничего. Вот что такое любить природу. Время здесь точно замирает. Необыкновенная тишина. И лишь изредка ветер доносит эхо 1000 историй. А тем временем она стоит одна, возвышаясь над миром, ее вершина во льду. Но когда-то там был и огонь. Время. Мне кажется, я уже видел эту гору. Я не знаю, во сне, а быть может и в другой жизни. Время.
Фигура вторая. Килиманджаро. Горы – это мой дом, это то место, где я нашел себя и где я, наверное, помогаю кому нужно найти себя. Горы для меня все. Все, что в моей жизни есть, оно так или иначе связано с горами. Я был 3 раза на Килиманджаро, 3 раза я поднимался по одному и тому же маршруту Маранга. Вот это соседний маршрут с нами. Гора непростая, штурмовой день очень тяжелый. Подходы относительно плюс-минус. Переход сегодня нас ждет 10-километровый марш-бросок вот, с небольшим набором высоты. Я считаю, тоже вот плавный набор высоты и небольшие такие переходы дают самую лучшую акклиматизацию. Не зря маршрут Лимоша называют самым популярным и стопроцентным, когда все участники восхождения командой совершают восхождение, потому что идет адаптация, акклиматизация более плавная, более четкая и более уверенная. Поэтому мы полны уверенности и оптимизма в нашем восхождении на Килиманджаро. One team, One dream, one dream, one team, non-stop, till the top, to the top. non-stop, Hakuna Matata, Matata. Hakuna. Everybody say Шагать в такой масштабный новый сезон – это большая радость и большая работа. А еще это длинные перелеты. И без поддержки моего друга ну никак не справиться. Вот уже 3 сезона он помогает мне заниматься любимым делом. И мы вместе открываем мир. И, кстати, у нас для вас большие новости. Теперь моего друга зовут Freedom Travel. Думайте, что хотите, но мне кажется, название настолько отличное, что могло бы стать слоганом проекта. Freedom Travel – свобода в путешествиях. Freedom Travel – путешествуйте свободно. Не знаю, что выбрать. Если есть свои варианты, пишите в комментариях. Ну а мы возвращаемся. Несмотря на свою высоту 6000, гора Килиманджаро является одной из самых легких на пути к выполнению программы 7 вершин. К вершине ведет множество маршрутов. Мы выбрали маршрут Лимоша, длина которого составляет 62 километра. На все про все дается 7 дней, 5 из которых на подъем, 2 на спуск. Что самое интересное, нам не нужно возвращаться обратно тем же путем. Мы идем от точки А до вершины и до точки Б. Кили – гора, Манджаро – место. Это самый распространенный перевод данного названия. Однако самый возрастной гид рассказал мне, что на самом деле раньше гора называлась Килилия Монтьяро, что в переводе означает сложный путь, нелегкое путешествие. Так ли это? Пока не могу ответить. Одно могу сказать точно. Путешествие очень и очень красивое. Есть много разных маршрутов, по которым можно зайти на вершину, но мы выбрали маршрут Лимоша, во-первых, потому что это считается самым легким маршрутом, а у нас в группе и в целом мы знаем, что с нами будут новички, и для них это будет как бы плюсом. Во-вторых, это очень живописный маршрут. Мы проходим через 5 климатических зон, там, от джунглей до ледников, и маршрут очень красивый. Он включает такую хорошую акклиматизационную программу, при которой можно хорошо подготовиться и чувствовать себя как бы хорошо при подъеме на вершину. Каждый день мы проходим 2-3 раза медицинский чекап. У нас замеряют сатурацию, это содержание кислорода в крови, и также пульс. Мы все это фиксируем, записываем, говорим, как у нас самочувствие от 1 до 10, и говорим, какие у нас есть жалобы. Может быть головная боль, может быть потеря аппетита, либо еще какие-то симптомы. Потому что горная болезнь тут распространена. Мы все-таки находимся на высоте, даже сейчас 4000.
а предстоит нам подняться на 5895. И горная болезнь для некоторых неизбежна. Может быть, даже для всех. Прозвучало так угрожающе. Hello everybody, my name is Yerjan. I am from Kazakhstan and it's my first time visiting this beautiful country, this beautiful area and Kilimanjaro itself. Yeah. Yeah. How do you see the people of Kilimanjaro, my friend? Oh my god. They are so friendly, they are so lovely, and the thing that differentiates in comparison with all the other guys who I've met before in different countries, it's all about, love. It's all about happiness, it's all about smiles, laughing, singing, dancing. So yeah, I can see that you guys are happy. Yeah. Yeah. Good. Yeah. How do you see the service? Wise, Oof. tents, food wise. This service make me feel like I am somehow VIP person here. Mm-hmm. I've never met this kind of service, and it is like absolutely true. Yeah. Thank you very much, bro. Yeah, you guys are doing so well, and now I understand why people from all over the world come to Tanzania, come to Kilimanjaro, because you guys make everything so people can and want to come back again. You guys are doing a great job. Thank you very much. Yeah. Thank you very much, brother. You're welcome. This Thank is you, Kilimanjaro. Yeah, good to hear that. Thank you very much. Thank you for interview. Особенность третьего дня. Расскажи про нее. То, что мы поднялись на Лава Тауэр. Лава Тауэр. Полотенце из... Алисан Тауэр! Короче, да, мы вчера поднялись на высоту 4600. Именно на этой высоте будет наш штурмовой лагерь, поэтому это был такой акклиматизационный поход, полезный, где мы набрали нужную высоту, и послезавтра, когда мы будем ночевать перед штурмом на высоте 4600, мы должны чувствовать себя хорошо, надеюсь. Мы вчера поднялись до Лава Тауэр, которая находится на высоте 4600. Да. Там у нас был обед, после которого мы спустились вниз до лагеря Баранка, да, где мы, собственно, сейчас и находимся. И если разбирать все три лагеря, то этот самый живописный, самый красивый. Да, да. Он так стоит, как будто бы на обрыве, потому что вот там прям ущелье такое. Баранку Вали. Вот какой он вчера красивый был. А вот это Баранка Wall, на который мы сейчас пойдем. Да. Как вы так вообще решились взойти на Килиманджаро? Что вас подтолкнуло, так сказать? Ну, я захотел посмотреть Африку и сверху, и снизу. Сверху я посмотрю, спустимся вниз и посмотрим и снизу. Так намного интереснее. Один раз приехать в Африку и посмотреть и сверху ее, увидеть ее, и снизу. Думаю, два зайца убьем сразу же. Того стоит? Стоит. Daddy, how are you? I'm fine. How are you doing? I'm doing good. Uko thank poa? you. Poa. Mambo? Mambo. Poa. Poa. Unapenda mlima? You like mountain? I love it. Really? Yeah. Yeah, I think you made it up there. Thank you. Yeah, you are welcome. Power. Nguvu. Asante sana. Yeah, you have power. Karibu sana. Nakupenda. Так, нужно сказать, что лагерь Баранка – это то место, где соединяются маршруты некоторые. И здесь людей больше, правильно? Здесь людей больше, здесь соединяются 3 маршрута. Вот. И сегодня все поднимаются на вот эту вот стену, Баранка Wall. Набор высоты 200-300 метров, да? Примерно 200-300 метров. Вот. Мы, как самые настоящие казахи, сказали, мы пойдем самые последние, потому что там будет очередь, лучше ее переждать. Wow. We are enjoying the good location underneath the giant Snesio, and behind there is a peak of Kibo. Very fantastic and amazing. Asante sana. Килиманджаро. Гора Килиманджаро. Высшая точка Африки.
5895 метров, находится в Танзании. И это, кстати, вулкан. Вот. Пик входит в программу «7 вершин», так как является высшей точкой континента. Ну, Килиманджаро — это вот весь вулкан, вся гора. Сама вот высшая точка называется Ухуру. Да, вот у этой горы есть 3 пика. И в наивысший пик Ухуру, что в переводе означает freedom. Да. Свобода. Зачем я перевел на английский? Этот камень называется Кисен-Рок, что в переводе означает камень целующийся, потому что нужно очень рядом с ним проходить и почти целовать. Ну-ка, покажи. What is the best part of climbing to the Kilimanjaro for you? The best part? The best part, like every day for me is the best. I don't have a best part. Like everything is here is beautiful, because you know, like Kilimanjaro is the only mountain that you have in this 5 zonation. So you start with the cultivation, moorland, then you come to the forest, then Arctic zone, desert. So it's a lovely mountain. How many times you've been there to the top? Maybe 125 or 130. I So still count. Yeah, so it means like 120 times you saw people making their dreams come true, huh? Oh my God, yes. Because also, like after people finish Kilimanjaro, some of them maybe they wasn't into the like a nature thing, like a trekking or hiking. But when they go back, they find themselves they into that. So it's like the rejuvenates. All right. To do like more of this. What is your dream then? My dream? Yes, sir. My dream is to make people happy and to make people to achieve their dreams. When the people they are happy, I'm happier. Man, you're the best. Thank you so much. Thank you so much, brother. You're welcome. Пишет. Мотор. Через хлопок. Вообще записали килиманджарскую речевку. Джамбо, Джамбо Буана, Абаригани, Нджури Сана, Уагени, Муакари Бишва, Килиманджаро, Акуна Матата. И так вот 10 раз. Джамбо, Джамбо Буана, Абаригани, Nzuri sana, wageni, mwakaribishwa Kilimanjaro. Hakuna matata. Уже на подходе к лагерю Каранга можно встретить вот такие вот сгоревшие деревья. 2 года назад здесь был пожар. Все деревья сгорели. Говорят, что, скорее всего, это был человек, сигарета, спички. Поэтому сейчас здесь категорически запрещается курить. Кстати, вот вчера, да, очень живописный маршрут был. Очень интересные были деревья, если их можно так назвать. Уникальные. Учитывая, что они 5 метров ростом, я думаю, можно их назвать деревьями. Да. А тебе Браун рассказал, что вот каждое ответвление — это 25 лет? Да. И там некоторые деревья есть очень, короче, взрослые. Это сейчас мы говорим про Giant Senecio, да? Да. Да. И интересная особенность этого дерева в том, что оно не скидывает листья. Представляешь? Это я прослушал. Ты это прослушал, да? Оно не скидывает листья, потому что в жаркие периоды ему нужна влага. И вот этот лист, получается, он прижимается к дереву, и он забирает с него всю влагу. Поэтому... Efficiency 100%, короче. So we have a unique plant in Kilimanjaro, which is very endemic kind of species, only found in Kilimanjaro, this kind of species. You cannot find anywhere else. And this is Kilimanjaro Giant Senecio. That is the name of the plants. And this plant is very unique in Kilimanjaro. And the uniqueness of this plant is characteristics. So they have the leaves. When the leaves dies, did not drop down. They just protect the stem against much cold and freezing.
So that's why you can see here does not have leaves, because people usually come and touch them and fall the leaves. As you see, the smaller one there doesn't fall the leaves. This is kind of protections, you see. So, and it lives longer than other plants. Every branch you see, it takes like 25 years to branch, to do one branch. So the older, the many branches they have, the older the plant is, because it takes so longer. It is called mountain ground lobelia. It's endemic on Kilimanjaro. It's surviving up here at this elevation, and it is having some anti-freezing material in it. Nice. So it closes at night and it opens in the morning. So once you come in the morning, you will find it is round shaped like a cabbage. Yeah, so it takes like 2 meters and then it blooms. Once it's bloomed, it's about to die. And once it's bloomed, it gives out the purple flower and purple color. And they die and then they leave the new generation to take place. So they don't die without leaving the new generation to take place. Yeah, circle of life, huh? Yes, so it's very special. Так, знаешь, что я хочу подметить? То, что, конечно, Килиманджаро очень популярное направление, и на маршруте, мне кажется, что на любом из маршрутов просто огромное количество людей. Да, особенно это потому, что много обслуживающего персонала, которые полностью обустраивают все лагеря, которые готовят еду, которые несут наши вещи. В общем, на нашу небольшую команду из 9 человек обслуживающая команда 50 человек. 51 или 52. Обалдеть. Но тут нужно подметить, это не мы такие VIP-казахи, тут такие правила. Тут так у всех, да. Да, тут так у всех. Потому что есть отдельный человек, люди, точнее, которые строят лагерь. Есть отдельно портеры, которые все это несут. Есть повара, официанты даже у нас есть. Да, официанты. Человек, который отвечает за душ. Тут есть душ, да. Его можно заказать за доплату. Shower ready? Yes, let's go. Yes. Меня так в душ еще не звали. Без портеров здесь бы, мне кажется, не было вообще восхождений. Представь, если бы мы все несли сами. Да, ты можешь идти, вот даже я иду там, да, у меня рюкзак, оборудование, я такой, блин, устал. И в какой-то момент проходит портер, у него рюкзак, и на голове еще рюкзак, да? Да. И он шагает, меня обгоняет, и я такой, вау, нифига себе. Сколько в нем здоровья, сколько в нем желания. Портеры мощные. По 20 килограмм как минимум несет каждый. Я думаю, больше. Даже больше. Они так говорят, что да. 20 килограмм это у них как бы... на портера рассчитано. Да, по закону. Но я видел ребят, там видно, что все 30, наверное, были. Да. Интересно то, что сначала выходит группа, потом портеры и вся команда обгоняет группу, приходит раньше группу на час, а то и 2, готовит кушать, готовит лагерь, и ты просто приходишь, и у тебя уже стоит твоя палатка, в ней твой баул, то есть... удобно. Сервис 200%. Так и на Эверест можно подняться, мне кажется. Так-то да. Но это классно, это на самом деле, во-первых, это работа для многих ребят. Во-вторых, если, да, вот, ну, на самом деле, я сам люблю ходить в горы, там, да, порой один, и в этом нахожу что-то, какую-то свою романтику, да, то здесь, в Африке, это не про это. Засуньте свое эго куда подальше. Здесь это про комьюнити, здесь это про людей, про танцы, про песни, про разговоры. Поэтому, в общем, здесь это все про единство. Вот, Африка это про единство. Поэтому, если вы любите ходить в горы в одиночку там, или в компании, в очень маленькой компании, то нет. Здесь нужно уметь делиться всем этим. Да? Да. Это однозначно про комьюнити. И они сами по себе, местные, очень дружелюбные, открытые, какие-то прям супер позитивные.
И даже когда иногда они говорят, мы рады, что вы здесь, потому что, типа, это дает нам работу. И они это как бы хорошо осознают. И поэтому они благодарны. Во, точно, они благодарны. Но они делают все. Они делают все, чтобы человек здесь был доволен. Вот просто. Сервис, не побоюсь этой цифры, на 200%. I would like to introduce everyone. As you see, you have 51 people in your crew. You 9, we are 51. So in those 51 people, we have 4 guides. And these guides are well WFWara trained. They are well knowledgeable. You can ask any question, you can get the answer about Kilimanjaro, about Tanzania. So don't worry, if you are close to any guide, please kick them question. What you want to know about Tanzania, what you want to know about Kilimanjaro, just ask them question, you will get a good answer. One team, one team, non-stop, non-stop, Ну, тут интересная карьерная лестница. От портера до гида. Каждый может пройти от портера, потом официантом, даже поваром. Помощник гида. Помощник гида и потом старший гид. Гид и старший гид. А потом еще они хотят работать в офисе. Да. Да. Интересно, очень интересно. Being a porter on Kilimanjaro mountain, you have to be at the age of 18, but there is no limit of working. You can just work even if you are 50 years, 60 years. It depends on how fit you are. Even we do have different genders. Here we have the women's porters, we have men's porters, and we treat each other equal. Which means that sometimes we may find that a women porter and men's porter, they just share one tent to sleep with no any problem. And this is because of the good treatment of the company, so that we have the good rules, which means that we can just work together as a teamwork with no any gender issues problems. Being a porter, to carry the huge luggage, 20 kilograms from the beginning. But the more we just keep going up, we eat a lot, so the luggage become less. So we sort the luggage every day to make sure that everyone has got an equal size of the luggage. Another thing is it is about the weather conditions. Sometimes being a porter, carrying the huge luggage, when it is raining, it is a little bit more tough for them according to the gears. If you have poncho, can you imagine you have poncho, you have to wear poncho while you load your luggage on your head. It's quite difficult. So sometimes you may find that most of the porters, they are struggling a bit due to the weather problems when it became. Happy birthday, bro. Birthday too. Thank you so much, brother. Yeah, we do have some kind of the problems that just happen to some of the peoples, and that is because of the health problems. Most of them, they just are starting to do this trip without without testing their blood, which means that when they came here, they just facing maybe altitude problems. Maybe some of them they just struggling in breathing problems, and some of them maybe just tiredness and different kind of problems. And then after 1 or 2 trips, they say, "Oh, I can't do this." Even some of them, when they got sick up here on a mountain, we just take them to the hospital, and then
after they just made their checkup, they just straight from the doctor, they just not allow them to go again on a mountain. What I can say, tourism industry, it is most popular to provide jobs to the different peoples, which means that the porters, the guides and the chefs. You may find that we do have people who just educated. They were from universities, and then after they just completing their studies, they found that there is no any employment in the government. And because here it is like a contract, you just do it once you just finish your trip, then you get paid. It is I can compare it different to the other jobs. For the people who are employed in the government, they have to wait until the end of the month. So right here, if you just do contract for 7 days, you go down and then you get paid, and then maybe you have 2 days or 3 days off. So then you have another trip. So what I can say, you earn more than the people who just getting employed, except maybe the people who just working in a parliament or people who just politics. They earn more than the people who just doing on a mountain. Yeah, the same in our country. Yeah. So it can be said that being a porter is a good job with a good salary. Yes, I can say that. All right. Thank you, sir. Ребята есть и из прикаспийской низменности, есть и профессионалы, есть ребята, которые уже там не в первый раз в горы. Вот я говорю там про себя, про Ержана, про Султана. Вот. Но все стараются, все идут, все хотят зайти. И уже завтра у нас заключительный день, и мы завтра проверим, из чего мы сделаны. Вообще, сам маршрут очень популярен, да, потому что мы на пути встречались так много людей, от 10-летнего мальчика до женщины, ну не знаю, ей было около 60, наверное, да, если не больше. Да, ну конечно, так как это высшая точка Африки, это магнит для туристов, альпинистов со всего мира, и это Африка. Ну, в общем, мне кажется, это такая очень классное направление для туризма. Да. Даже если там, вы не альпинист, не увлекаетесь горами, это прикольно даже как челлендж. Даже у нас в группе есть новички, которые никогда не ходили в горы, но для них это интересный челлендж. Зайти на Килиманджаро и как бы гордиться этим. Да, у меня всегда, я, перед тем, как, вообще, перед поездкой, чтобы не повторяться, посмотрел множество видео, множество фильмов про Килиманджаро, влоги, документалки, если их можно так назвать. И знаешь, что меня поразило, что половина из них это вот ребята, которые говорят, я поднялся на Килиманджаро с нулевой подготовкой. То есть для них это прям вот, они в этом находят какой-то, вот как ты говоришь, челлендж, да, то, что вот с нуля, без подготовки, зайти на вершину. Да, несомненно, это самый легкий, да, не побоюсь этого слова, шеститысячник. Но шагать сюда без подготовки и, более того, кичиться этим, мне кажется, это не самое лучшее, что можно сделать. Потому что, мы сами видели, да, забирали кого-то там на вертолете, увозили. Да. Плюс восхождение не должно превращаться в страдание, да? Да, 100% согласен. Вот подниматься, пить таблетки, терпеть, потому что, мне кажется, это больше про процесс, про наслаждаться тропой,
наслаждаться погодными условиями, будь то жара, ветер, дождь, снег, да. Поэтому, если уж вы и решитесь зайти на вершину, то, пожалуйста, ну, готовьтесь не только ментально, но и физически. Однозначно. Да. Да. Просто... для того, чтобы получить полное удовольствие. Да. Чтобы можно не готовиться, пойти на Килиманджаро и потом сказать, ну его нафиг эти горы. Да. А можно подготовиться, пойти на Килиманджаро, влюбиться в горы, в этот процесс, и потом дальше ходить по горам и получать от этого удовольствие, не страдая. Быть хорошим альпинистом – это работа каждый день. Это не только опыт, но и правильно его применять. Передавать знания, просто быть хорошим человеком, харизматичным и постараться сделать так, чтобы те люди, которые впервые пришли в горы, захотели вернуться вновь в горы. А если они пришли и сказали: ой, бай, я больше в горы не пойду, значит, я что-то делаю не так. Не, вообще вот, сдалека смотришь на Килиманджаро, кажется, что, да, блин, пустяковая гора, вон она стоит, только на вершине немножко снега, но чем ближе ты к ней подходишь, тем серьезнее она выглядит. И вчера на высоте 4500 я почувствовал первый раз, как у меня, знаешь, за глазом вот прям было давление. Пролетала птица, я вот так просто за ней проследил, и у меня как где-то за глазом, знаешь, так что-то напряглось. Я такой: вау, окей, мы на высоте. Да. Или когда в палатке собираешь вещи, собираешь спальник, и потом такой ловишься на мысли, что у тебя отдышка, когда ее не должно быть. Это все высота. Я шучу так, что в городе играю в хоккей и думаю о горах, а потом уезжаю в горы, чтобы поскучать о хоккее. За хоккей отдельный респект. Это за хоккей. Да. Каждый раз, когда вот приходишь в лагерь, бросаешь сумки, идешь смотреть на закат, и всегда вот первая мысль в моей голове — это то, что мир гораздо ближе, чем кажется. Вот казалось бы, да, то, что Казахстан и вот центр, да, вот Африки, да, вот Танзания, гора Килиманджаро, что это, ну, это где-то там, в другой жизни. Когда-то это было невозможным. Да. А потом бац, 2 перелета, и машина, там, не знаю, 10 километров, и вот уже ты на подножье. Это точно. Спасибо глобализации и самолетам, что это все стало возможным. Я недавно об этом думал, про родителей, что в наше время родителям, для них там Америка, это было что-то вообще нереальное. Та же самая Африка. Если лететь, то, я не знаю, там как-то через Москву там неделю добираться, а теперь как бы все гораздо ближе, все гораздо проще. И, в этом плане нам повезло, нашему поколению повезло. Это классно, что мы можем исследовать мир, вообще любую точку. Да, и если у родителей наших с этим были, так сказать, трудности, то у нашего поколения, да. Поэтому путешествуйте. Да, это дорого иногда. Зарабатывайте деньги, копите, ищите разные подходы и пути, потому что мир настолько прекрасен, и это прям... Путешествия расширяют границы в голове. Да, и не путешествовать — это преступление, мне кажется. Если у тебя есть, как говорил Жак Ив Кусто, если у тебя есть... Да, вот смотри. Как он говорил. Я сейчас, возможно, скажу чуточку неправильно, но суть будет такова, что если у вас есть возможность жить интересную жизнь, то вы не имеете права от этого отказаться. Что-то в этом роде. Но тут будет сноска и настоящая цитата, да? Ну, я понял, да, смысл. Кстати, давай, ты знаешь, проект называется ОМДМ.
что в переводе означает «не переживайте, не беспокойтесь». И вот здесь очень крутая параллель с слоганом вообще Килиманджаро, да? «Акуна Матата». Без проблем. И вот Уайамдама и Акуна Матата, я думаю, это в принципе синонимы. Акуна Матата. What a wonderful phrase. Акуна Матата. Ain't no passing craze. It means no worries for the rest of your days. It's our problem-free philosophy. Акуна Матата. Все? Дальше я не помню. Правильно подметил Владимир Котляр в своем фильме, сказав, что 6 тысяч, они в Африке 6 тысяч. Если все дни трекинга оказались чем-то легким и веселым, то вечер перед заключительным восхождением отличался. Погода ухудшилась, пришел туман, а затем и дождь с грозой. Нам полагалось отдыхать и набираться сил, но, если честно, намека на сон не было ни грамма. То ли от волнения, то ли из-за молний, чьи вспышки устрашающе освещали палатку. Помню, как мистер Джошуа тогда просунул свою голову к нам в палатку и с улыбкой сказал: «Не переживайте, к ночи все закончится». И так и случилось. Мы попили чаю под уже мерцающими звездами, посидели на дорожку и к 12 часам ночи вышли на штурм. Не буду скрывать, Килиманджаро я все-таки немного недооценил. Если к холоду я был готов, то одышка при медленном темпе меня неприятно удивила. Подъем за подъемом и постоянная одышка. Ритм был прост. Шаг, выдох, шаг, выдох. Но апогей всего этого – ужасное желание поспать. Доходило до того, что я шел и закрывал глаза на как можно подольше. Какие-то отрезки я и вовсе не помнил. Все на автопилоте. А на минутных остановках некоторые из нас и вовсе засыпали в стоячем положении. Вот для чего нужна команда, чтобы просто не заснуть. Ну а пик сложности пришелся на 4-5 утра, когда сил становилось меньше, холод невыносимо бил по ногам, и высота была уже далеко за 5000 метров. О какой-либо съемке и речи не шло. Главной задачей было сохранить как можно больше энергии. Наши гиды как могли поддерживали группу заученными нами песнями и кричалками, но я отчетливо помню, что мы уже им не подпевали. Я уверен, каждому из нас хватало диалога со своим «я» в голове. Чего-то я подбадривала, с каким-то «я» приходилось договариваться. А кто-то, наверное, обещал своему «я», что это последний раз. Да, горы отнимают силы, но дают они гораздо больше. Я не знаю, с чем это связано, с высотой, с мыслями в голове или наоборот, с их отсутствием. Ты можешь верить или не верить в чудо, но когда ты видишь эту красно-оранжевую линию на горизонте, что-то внутри тебя оживает. Это непередаваемое чувство жажды жизни, осознание ее ценности и, разумеется, сладость момента. В ту же секунду ты понимаешь, что сил в тебе больше, чем ты предполагал. И да, не остается ничего другого, кроме как дойти до вершины. Килиманджаро навсегда останется в сердце приятным воспоминанием. Не знаю, как вы, а я в детстве часами мог смотреть передачи про животных. Я и сейчас большой фанат этих фильмов. Мне всегда хотелось увидеть этих прекрасных созданий своими глазами и обязательно в их естественной среде обитания. И вот я здесь. Эту небольшую часть фильма я бы хотел посвятить тому ребенку, который остался верен своим мечтам, чье желание исследовать и чувствовать этот удивительный мир все такое же большое и искреннее, благодаря которому, собственно, я и живу эту счастливую жизнь. Фигура третья. Спасибо тебе, мальчишка. Кратер Нгоронгоро – это гигантская вулканическая кальдера диаметром в 20 километров. Высота
или глубина более 600 метров. Кратер образовался около 2, а то и 3 миллионов лет назад в результате коллапса древнейшего вулкана. С тех самых пор это место служит раем, я бы сказал, для тысячи животных, так как они защищены от внешнего мира, и здесь образовалась своя уникальная экосистема. Тут есть свои озера, свои леса, свои поля. Все сохранились по сей день. И именно тут мы сегодня планируем увидеть нашу долгожданную большую пятерку. Это носорог, это лев, баффало, то есть буйвол. Кто был еще, Султик? Леопард. Леопард, которого здесь вряд ли мы найдем. И слон. Да. Да, из большой пятерки лишь леопарда увидеть не удалось. Зато увидел танцующих фламинго, огромное количество зебр и антилоп гну. Были и львы, и даже гиена. Кстати, вживую она гораздо красивее, чем по ТВ. Большим удовольствием было наблюдать за стадом слонов и семьей жирафов. Все-таки, когда видишь детенышей, понимаешь, что здесь все хорошо. Все идет так, как и должно. Животный мир в Африке красив, многообразен и необъятен. Одной поездки уж точно не хватит. А значит, мы сюда еще вернемся. Ну, как минимум, за леопардом. Что может быть лучше захватывающего путешествия в новую страну? Правильно, ничего. Друзья, спасибо за просмотр и обратную связь в комментариях. Я искренне желаю каждому из вас увидеть этот мир своими глазами, прочувствовать каждой клеткой. Поверьте, он ближе, чем кажется. Покупайте билеты на Freedom Travel и сами все поймете. Freedom Travel. Новое имя, старый друг.